Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте посмотрим, что же готовит октябрь уважаемым скорпионам. Дорогие скорпионы, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Мы рассмотрим общую атмосферу октября для вас, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Начиная с общей атмосферы, давайте смотреть. Так, октябрь для скорпионов. Непростой месяц. Решаться будут семейные вопросы, у кого-то вопросы недвижимости, жилья, дома. Сложный месяц, прям наполненный препятствиями и трудностями. Но если вы через эти трудности пройдете, вам уже ничего не будет страшно. С чем-то придется проститься, что-то придется завершить, от чего-то отказаться. Тем не менее, впереди вас ждут новые горизонты. Карта дерева – это прекрасная карта, которая говорит о том, что будут укрепляться ваши позиции, будут реализовываться ваши цели, планы, будете наслаждаться теми результатами, которые принесут ваши труды. Давайте посмотрим сферу работы. Работа у скорпионов в октябре. Достижение ранее поставленных целей и процесс, когда вы намечаете себе вот именно новые какие-то горизонты. Много мечтаний, много целей, планов, порой даже, знаете, вот самых несбыточных, но у вас будут все шансы на то, чтобы реализоваться вот именно в сфере работы, в сфере карьеры. Для вас очень комфортная обстановка, для вас та обстановка, которая позволяет вам не просто работать, а работать с удовольствием и хорошо зарабатывать. Причем здесь все по справедливости. Это не то, что свалилось вам на голову, а то, что вы действительно заработали таким своим честным трудом. Возможны какие-то новые договора, какие-то новые контракты, какие-то новые сотрудничества, которые для вас будут очень ценны и полезны. Для кого-то будут открываться горизонты для перемен. Это может быть смена рабочей деятельности, смена направления, либо добавление какого-то нового, вот знаете, ответвления в сфере вашей работы. Все хорошо, все благополучно. Все сводится к тому, что старые цели достигнуты, новые поставлены. Много целей, много задач, много идей. И есть возможности для того, чтобы это все реализовать. Теперь давайте посмотрим финансы. Финансы. Ну, в финансах финансы. Все хорошо, все стабильно. Есть на что потратить, есть откуда получить, все стабильно. Вот вы знаете, тройка пентаклей, четверка пентаклей – это карты, которые указывают на то, что есть и в запасе, есть и в поступлениях денежных. И вы можете позволить себе потратить деньги на то, что вам хочется. Можете позволить себе тратить их так, как вам нравится, потому что сколько бы вы ни брали, это, знаете, вот как горшочек вари, да, вы берете, как скатерть-самобранка, у вас снова к вам приходят ваши деньги, ваши финансы. Для кого-то могут решаться вопросы наследства, вопросы получения прибыли, прям вот, знаете, такой порой даже неожиданный. Но в целом по финансам все стабильно, потерь не вижу. Расходов, таких вот растрат, которые финансовую дыру создали бы, тоже не вижу. По финансам все стабильно и благоприятно, благополучно. Опять же, здесь, если говорить про возможности приумножить свой доход, то эти возможности есть, но в таком более отдаленном будущем. Вот именно в октябре все более или менее стабильно, да, то есть в целом все стабильно. Давайте посмотрим сферу любви теперь. Что у нас с любовью у скорпионов? Любовь, семья. Ой, карта
дьявол. Сложный период, который наполнен страхами, переживаниями, у кого-то искушениями, и важно выстоять, потому что все равно все закончится хорошо. Здесь на самом деле вот эти вот страхи, вот эти искушения, препятствия, они выеденного яйца не стоят, потому что сколько бы ни было вот этих вот трудностей, все равно отношения есть отношения, семья есть семья. Новых знакомств я не вижу. Могут быть такие обстоятельства, когда вас разделяет расстояние, когда разделяют какие-то вот препятствующие события, когда много ситуаций, относительно которых нужно переживать. Ну, нужно переживать. Здесь на самом деле переживать не нужно, потому что как бы вы ни ссорились, как бы вы ни переживали, ни тревожились, все закончится мирно, все закончится хорошо. И те отношения, в которых вы состоите, либо к которым вы стремитесь, они останутся нерушимы, потому что здесь есть любовь. У кого-то здесь семья, у кого-то здесь действительно такие отношения, в которых люди ценят друг друга. И вот эти вот испытания, вот эти препятствия, их важно достойно пройти. Советом здесь отшельник и солнышко, больше тепла. В какие-то напряженные моменты лучше отойдите, лучше не лезьте на рожон, не лезьте в гущу событий, так будет лучше. Грамотно выстроенные границы – это залог успешного сохранения тех отношений, в которых вы находитесь. Поэтому будут непростые моменты, но вы их преодолеете. Ну и, соответственно, карта дерева сулит не только преодоление вот этих вот препятствий, а и приумножение и улучшение того, что вы имеете. Давайте посмотрим, к чему стремиться Скорпиону в октябре. Король Пентаклей. Ближе быть к мужчине, слушать мужчину, который дает вам стабильность, который вас любит. Нужен либо какой-то серьезный разговор, либо принятие решений. Здесь стоит избегать лукавства, стоит избегать лжи, каких-то недосказанностей. Решения должны приниматься, разговоры должны состояться, но важно стараться быть ближе к мужчине. Пентаклевый король, он же кубковый, судя по всему, тот, который дает вам стабильность, тот, который вас любит. Чего остерегаться? Скорпионам в октябре чего остерегаться? Потерь финансовых, любых других потерь, да. Для многих здесь позиция императрицы очень такая щепетильная. Это может быть статус матери, это может быть статус супруги. Отношения с матерью решайте, выясняйте осторожно. Обязанности матери, опять же, обязанности жены тоже решайте осторожно. Старайтесь не терять этих статусов. Старайтесь избегать таких ситуаций, когда решаются любовные вопросы, потому что здесь и дьявол, и влюбленные, это может быть, как, знаете, как карты искушений. Карты, которые говорят о необходимости преодолевать выпавшие на вашу долю в октябре трудности. И вот именно эти вопросы, они должны быть решены очень щепетильно и деликатно. Время, ваш такой важный ресурс, с течением времени здесь более гладко, более аккуратно решаться все вопросы. Давайте посмотрим, как вообще вам правильно-то быть в этой ситуации, как важно обойти эти острые углы, что вам поможет. Четверка кубков. Умение здраво оценивать ситуацию, минимум эмоций, больше таких вот, знаете, здравых размышлений, более таких вот рациональных решений. И любые вообще вопросы стоит решать полюбовно. Не нужно стараться идти на конфликт, важно все решать очень гармонично. Если понимаете, что сейчас не удается, лучше на какое-то время отступить, отдохнуть, дать возможность и себе, и окружающим восстановить силы. И только потом вот именно за столом переговоров, на самом деле все вопросы решаются за столом переговоров, именно потом важно все это со спокойной
душой, со спокойным сердцем решить. Мужская фигура идет, которая может вашим быть помощником. Это парламентер, это советчик, это тот человек, который вас поддерживает и вам помогает. Поэтому месяц непростой, но я бы сказала, все разрешится, все трудности пройдут, все трудности, они будут временные. Давайте посмотрим, какую сферу вообще стоит ставить в приоритет, вообще где стоит искать силы и вдохновение. Девятка кубков. Обязательно не забывайте отдыхать, потому что вот сквозь эти трудности можно исчерпать весь свой ресурс. Судя по всему, здесь от чего-то придется отказываться, как-то вот менять, как-то перестраивать ситуации, но все ситуации, опять же, решатся для вас в положительном ключе. Карта солнышко – это счастье. Это, знаете, как после грозы, когда выходит солнышко. Поэтому непростой месяц, но должно все разрешиться благополучно. Вот такой получился прогноз у нас для скорпионов. Благодарю всех за просмотр. До встречи с вами в новых видео.